Беспроводные наушники с тройной системой драйверов, поддержкой кодеков высокого разрешения LHDC, aptX, aptX Adaptive, независимым ЦАПом, шикарным временем автономной работы, удобным приложением с кастомным эквалайзером, а также 4 готовыми предустановками, функцией мультипоинт, шумоподавлением CVC для звонков, 4 физическими кнопками для управления, защитой от брызг класса IPX4, сертификацией Snapdragon Sound. И это только малая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к наушникам под названием FIA FW5. Но как же на самом деле себя показала данная модель, сейчас я вам расскажу. И рассказать есть о чем. Распаковка. Поставляется данная модель в черной коробке с изображением модели и краткими характеристиками. Упаковка выглядит презентабельно, пакинг отличный. В комплекте мы имеем бокс для наушников, инструмент для чистки, щетка для чистки, короткий кабель для зарядки USB Type-C, 3 пары силиконовых амбушюр, FIA HS18 разных размеров, 3 пары сбалансированных силиконовых амбушюр тоже разных размеров и краткое руководство. Один наушник весит 6,2 грамма, бокс 43 грамма. Габариты бокса 68 на 44 на 32 мм. Наушники средних размеров встречали и больше, 25 на 22 на 22 мм. Звуковод круглой формы, он имеет выступ для удержания амбушюр и металлическую сеточку. Его размеры 6,5 на 4,5 мм. Не из коротких он. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, нас там уже 88 тысяч человек, телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек и мой личный телеграм-канал, где я делюсь различной полезной информацией по технике и результатами тестов до обзоров. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к наушникам. В продаже только одна расцветка FIA FW5, что неудивительно, они редко балуют большим количеством расцветок. Бокс не маленький, выполнен из матового пластика. Дизайн обыкновенный. Тактильно бокс неплохой, я не сказал бы, что он скользкий. Сборка не лучшая, но в целом весомых минусов в сборке я не обнаружил. В кармане бокс мешается. На корпусе расположили краткую информацию, 4 LED-индикатора, выступ для удобного открытия крышки и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, крышка не имеет фиксацию в открытом состоянии. Извлекать наушники из бокса в целом удобно. Шарнир металлический, люфт у крышки есть как в закрытом, так и в открытом состоянии. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Внутри бокса есть 2 места под наушники с 3 контактами для зарядки в каждом и маркировка Left и Right. Наушники в боксе слегка гуляют. Вытряхнуть их с закрытой крышкой бокса сложно. Переходим к наушникам. Основная часть наушников выполнена из матового пластика, сборка хорошая, как и качество материалов. Дизайн интересный, выглядит он своеобразно. Посадка не сказал бы, что прям комфортная, так как наушники довольно сильно выпирают из ушей. При длительном прослушивании музыки уши не устают, но нет ощущения уверенной посадки. Во время пробежки нужно постоянно поправлять их. Пассивная шумоизоляция могла бы быть и лучше. На корпусе расположили множество компонентов, таких как антенна FSP, воздуховодная сетка, светодиоды, которые можно отключать в приложении, 3 контакта для зарядки и маркировка Left и Right. Отмечу, что все отверстия оснащены водонепроницаемой защитой. Далее есть по 2 микрофона с шумоподавлением CVC и, внимание, 4 в общей сумме физические кнопки для управления. Из команд на борту включение и выключение, плей-пауза, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, регулировка громкости, переключение треков и сброс до заводских настроек. Удобное управление, ложных срабатываний, разумеется, нет. На нажатие наушники откликаются довольно быстро, но вот регулировка громкости по невиданным мне причинам не работает. Переназначить команды нельзя. Команды сопровождаются системными звуками, а также озвучкой на английском языке или на китайском. В приложении ее можно выбрать. Наушники оснащены ЦАПом AK4332, Bluetooth чипом QCC5141. Они имеют гибридную систему из 2 сбалансированных арматурных драйверов плюс 1 динамический драйвер диаметром 10 мм с диафрагмой DLS и полиуретановой прокладкой. Установлены неодимовые магниты N50, есть сертификация Snapdragon Sound, максимальная частота дискретизации 96 кГц 24 бита, сопротивление 32 Ома, чувствительность 108 дБ, технология активного шумодава ANC и режим прозрачности на борту отсутствует, что прямо лютый фейл. Хотелось бы хотя бы ANC за эти деньги иметь. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному, разумеется, работают, но переподключение с небольшой задержкой, это тоже удивляет. В 23 году, а в 22-м-то таких наушников не встречал. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса к ранее сопряженному устройству, мультипоинт до 2 устройств на борту, как заявляет производитель, но у меня в последней прошивке он не работает, а датчиков обнаружения и анимации здесь
нет. Вы ощущаете, правда, как стоимость в ваших глазах у этих наушников прям падает и падает. Емкость аккумулятора бокса 380 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 50 минут, беспроводной зарядки нет. Наушники можно перезарядить от бокса 3,5 раза, саморазряд у бокса я не наблюдал, емкость аккумуляторов наушников 65 мАч, полный цикл зарядки занимает около 1 часа. Есть функция защиты аккумуляторов, и если ее включить, то наушники перестанут заряжаться при достижении 85% заряда. Отыграли наушники на максимальной громкости, как на наушниках, так и на смартфоне по кодеку LHDC 4 часа 35 минут, что, как по мне, учитывая лютую громкость, прям очень хорошо, так как нереально громко, да еще и по кодеку LHDC. Водонепроницаемость класса IPX4 только у наушников, несмотря на это, я окунул их в проточную воду на 30 секунд, после чего дал им возможность высохнуть и проверил их работоспособность. Наушники работают, как и работали, но я вам так не советую окунать устройство с таким классом защиты, и, разумеется, все тесты микрофонов я совершал до утопления. Наушники по факту не боятся максимум легкого дождика. Идем дальше. FIA FW5 можно подключить к приложению под названием FIA Control. В приложении на стартовой странице с наушниками есть заряд наушников в процентах, но заряд бокса не отображается. Далее есть игровой режим, функция отключения при простое от 5 минут до 30 минут и вкладка с доступными кодеками. На следующей странице есть кастомный эквалайзер, на который наушники очень хорошо откликаются. Помимо этого есть вкладка с настройками баланса каналов, 4 предустановки для низких частот, такие как резкий спад, медленный спад, резкий спад с короткой задержкой и медленный спад с короткой задержкой. Все отрабатывает отлично. Далее можно настроить громкость наушников, независимо от громкости на смартфоне, отрегулировать громкость звукового сопровождения и громкость вызова. Кроме уже вышеперечисленного, в приложении можно обновить прошивку, и обновления мне уже прилетали. После обновления, к слову, стал доступен кастомный эквалайзер, которого не было. Bluetooth версии 5.2, напоминаю, что последние 5.3. За эти деньги могли бы 5.3 запихать. Из кодеков на борту SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive и LHDC. Включить кодек LHDC просто так через приложение у меня не получилось, при том, что во вкладке разработчика стоял кодек LHDC. Но на данный момент легко это исправить. Попросту необходимо поменять название наушников в приложении FIA Control и желательно в Bluetooth вкладке тоже. В приложении оставить только кодек LHDC и в режиме разработчика выбрать кодек LHDC. Видите, все через боль. После чего разорвать сопряжение с наушниками и заново их подключить. На этом все. Кодек LHDC будет работать. Возможно, у кого-то заработает он и без изменения названия устройства. Мне понадобилось поменять его на OPNKX, но у меня он заработал только после этих небольших манипуляций. Через две стены не отваливались наушники, и фризов я не наблюдал, что очень хорошо. Задержка без игрового режима заметна только в играх, а с включенным игровым режимом на YouTube задержка незаметна, как в целом в играх она тоже минимальна. Хотя вряд ли кто-то будет для игр эти уши покупать. Примеры вы сейчас увидите на экране. Let's go. Clear. Reloading. Dead. Nice shot. Микрофоны. Отрабатывают они чуть хуже среднего. Я бы не сказал, что они отлично справляются, но в целом неплохо. Примеры вы сейчас услышите. Тест работы микрофонов беспроводных наушников FIA FW5. Напоминаю, что здесь тройная система драйверов, поддержка кодеков высокого разрешения LHDC, aptX, aptX Adaptive и независимый ЦАП. Насколько хорошо в условиях, которые вы сейчас наблюдаете, работают микрофоны, решать вам. Но это не идеальный микро, тем более за эту стоимость. С одной стороны. С другой стороны, главное же, работают.
притом не совсем и плохо. Звучание. Я тестировал их с кодеком LHDC в стоковых настройках с максимальной громкостью на смартфоне и отрегулированной громкостью в приложении. Также прослушивал музыку по кодеку LHDC в паре с плеером Shanling M8. Большой разницы я не заметил между плеером и смартфоном, что неудивительно. Я напоминаю, что плееры — это не про то, что они по Bluetooth лучше работать будут, а про ЦАП с проводными наушниками. Запас громкости лютый. Отмечу, что данную пару стоило бы прогревать. Хотя, опять же, кто-то против. И кто-то скажет, что все наушники изначально выпускаются уже готовыми выдавать звук на максимум. Бас является основой, так как он звучит здесь мощно. Ко всему он с глубиной и теплой тональностью. От среднего баса я ожидал чего-то большего. Но в целом неплохо. Середина с хорошей проработкой, тембр естественный, но середина в плане низких частот слегка утопленная. Вокал как мужской, так и женский звучит отчетливо и приятно. Глубины достаточно как плотности звучания, сцена широкая, звучание, как по мне, подойдет для большинства жанров музыки. Отмечу вокал, мощный бас, звуковую сцену и в целом шикарное звучание. Из минусов не работает мультипоинт, регулировка громкости в моем случае почему-то тоже не работает, эргономика наушников, так как они могут не подойти по посадке, тоже к минусам. Нет функции ANC, нет прозрачности, нет беспроводной зарядки, микрофоны, как по мне, справляются не очень хорошо, хотелось бы бокс из более приятного и качественного материала, так как за подобную стоимость можно было бы оформить все получше. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, а ее я тоже отнесу, разумеется, к минусам. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. И резюмирую. Беспроводные наушники FIA FW5 отличные ТВС-наушники с тройной системой драйверов. Производитель обещает, что в последующих обновлениях он добавит кодек LDAC и окружающий режим, что, как по мне, будет вообще шикарно. Данная пара меня прям удивила. Она имеет отличное время автономной работы, физическое управление, отличное приложение, кастомный эквалайзер, звучание, которое для ТВС-наушников не свойственное в хорошем смысле, но просто бешеное количество минусов за эту стоимость. То есть, по мне, они должны были бы делать ее, ну, как минимум на процентов 20 ниже. Поэтому девайсу от меня за звук однозначное да, за исполнение нет. Спасибо за просмотр. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Добра и удачи вам, дорогие друзья.